Ребята, всем привет и спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Вика, и я нахожусь в Португалии, а именно в столице, в городе Лиссабон. Я сейчас здесь нахожусь в преддверии Рождества и Нового года, и поэтому хочу записать этот влогмас и показать, рассказать, что происходит в Португалии как раз перед Рождеством, показать вам улицы, магазины, что продается, как вообще, что происходит. И, в общем, хочу сказать, что Португалия — это просто идеальное место для того, чтобы здесь проводить зимнее время, Новый год и Рождество. Конечно же, здесь вы не получите зимние сказки в традиционном смысле этого слова, со снегом, но зато здесь улицы очень красиво украшены, все равно хоть здесь и тепло. Сегодня 23 декабря, посмотрите за мной, вы можете видеть зеленые растения. Я одета в кожаной куртке, в свитерочке, в джинсах и в ботинках, и очень комфортно. Сегодня, по-моему, плюс 16 градусов тепла, и это вот такая вот португальская зима. В общем, отправляемся во влог, покажу, как выглядят улицы, где стоит побывать, что стоит посмотреть и на что стоит обратить внимание. Я вообще очень рекомендую побывать вам в Португалии, кто еще не был, особенно в столице, в городе Лиссабон. Ну, вообще вся Португалия очень интересная страна. Ну, а Лиссабон — это просто особенный город, он расположен на холмах, и здесь практически везде открываются просто потрясающие виды на город. Лиссабон также использует разнообразные краски в покрашивании домов, поэтому пейзаж такой: желтые, розовые, голубые дома, плитка такая белая. Просто потрясающее место для того, чтобы делать фотографии, снимать видео, наслаждаться городом, гулять. Конечно же, здесь множество кафешек на свежем воздухе, и здесь вообще много очень традиционных кафе, которые тоже обладают своим стилем и характером. И также здесь очень много кафе и ресторанов современных, с современной кухней. В общем, здесь много всего интересного. Кстати, за мной находится очень известный монастырь де Карма, и здесь нет крыши. Просто потрясающее место, здесь обязательно нужно побывать. Вообще в Лиссабоне очень-очень много интересных мест, церквей, площадей, домов, которые стоит посмотреть. И, конечно же, чего стоят только желтые трамвайчики, знаменитые желтые трамвайчики Лиссабона. В общем, это просто потрясающее место, и как раз-таки на Рождество и на Новый год Лиссабон тоже очень красиво украшают. Все бегают за подарками, скупаются, покупают традиционные сладости. В общем, здесь очень интересно, очень рекомендую здесь побывать именно в канун Рождества и Нового года. Ребята, ну что же, отправляемся во влог. Я сейчас спускаюсь по этим ступенькам в район, который называется Байша. Здесь подпишу. Очень интересный район с точки зрения как раз-таки Нового года, Рождества. Там все улицы очень красиво украшены к этим праздникам. Там очень много магазинов, ресторанов, традиционных булочных. В общем, очень рекомендую там побывать. И даже вы там можете остановиться, потому что там довольно-таки удобно. Там множество публичного транспорта, на котором вы можете доехать на любой из холмов Лиссабона. Ребята, вы только посмотрите, сегодня 23 декабря, но здесь оранжевые мандарины. Обожаю Португалию за такую потрясающую погоду. Так и хочется съесть.
Помимо суперкомфортной температуры зимой и вечно зеленых деревьев, практически весь декабрь в Лиссабоне царит праздничная атмосфера. И главные улицы украшают рождественскими подсветками, на площадях устанавливают елки и устраивают милые рождественские рынки. И также на значимых зданиях появляется очень красивая яркая подсветка. Я также заметила, что у всех местных на 100% приподнятое настроение. И вся эта предрождественская суета им определенно нравится. Само Рождество в Португалии — это семейный праздник, и его, как правило, отмечают дома с близкими или в гостях у родственников. Но накануне в супермаркетах и шоппинг-моллах царит полная суматоха. Португальцы покупают подарки, декоративные вертепы, венки и рождественские цветки с ярко-красными листьями. И, конечно же, все закупаются рождественской едой. Кстати, рождественская праздничная еда в Португалии — это рыба, треска, бакаляу, которая подается с картофелем и капустой, и королевский пирог бола-рей. За несколько дней до Рождества королевский пирог начинают продавать во всех булочных, кондитерских и супермаркетах. Этот пирог сразу бросается в глаза, так как он всегда круглой формы и с отверстием внутри, а сверху украшенный цукатами, орехами и сухофруктами. Но на вкус он напоминает что-то вроде нашей Пасхи, но тесто более плотное на вкус. А вот треску хоть и едят здесь круглый год, но на Рождество ее готовят, как я слышала, просто безоговорочно. В супермаркетах можно даже увидеть специальные скидки и рождественские предложения на ее цену. Кстати, если вы будете в Португалии, вы не раз будете есть треску или по-местному бакаляу на ужин. Самое забавное, что практически всегда она будет очень-очень соленой. Так уж повелось, что треска хранится здесь и продается засушенной и засоленной. Потом ее вымачивают и варят, а после уже готовят вариации блюд с этой рыбой. Самые популярные разновидности блюд с треской — это бакаляу ашадо, запеченная треска с картофелем и овощами, паштейш де бакаляу, закуска из трески в виде крокетов, и бакаляу ком наташ, запеканка из отваренной трески и картофеля, залитых соусом бешамель. Кроме королевского пирога и трески, хочется также рассказать еще о десерте паштел де ната. Это традиционное пирожное в виде тарта из слоеного теста с яичным заварным кремом. Сейчас его можно попробовать, по-моему, практически во всем мире, но, конечно же, на родине этого пирожного его вкус совершенно особенный. Паштел де ната можно купить в любой традиционной кондитерской Португалии, но лично для меня они самые вкусные в специализированных кондитерских Мантейгария, где продают только лишь паштел де ната. Прямо здесь, за стеклом, также можно посмотреть, как их готовят и пекут. Эти пирожные принято есть свежими, посыпая корицей и сахарной пудрой, и запивая чашечкой эспрессо. Поверьте мне, это просто нереально вкусно, и это необходимо попробовать каждому. Естественно, поскольку паштел де ната нужно кушать свежими, вы не сможете их захватить как сувенир родственникам или друзьям. Но в Португалии существует еда, которую можно смело брать как сувенир в далекое путешествие домой. И это консервы из морепродуктов. По всему городу можно найти вот такие вот магазины, которые только лишь и продают красочные консервы со всевозможной рыбой. Самые классические — это консервы с сардинами в оливковой олее, в рассоле или в томатном соусе. Ну и есть и другие популярные виды консерв. Это, например, с осьминогом, тунцом, скумбрией, кальмарами и треской. Что самое интересное, рыбные консервы являются частью кулинарного наследия Португалии с тех времен, когда зародилась национальная консервная промышленность. А с годами рыбные консервы стали оригинальным фастфудом и дешевым и удобным источником белка для местных жителей, который также со временем перешел в статус национального символа. Именно поэтому рыбные консервы — это идеальный сувенир из Лиссабона, ну или Португалии. Кстати, 24 и 25 декабря большинство магазинов и ресторанов здесь закрыты, и многие португальцы разъезжаются на каникулы в разные города, в родительский дом. Но, естественно, в туристических районах рестораны продолжают работу в привычном темпе. Новый год португальцы любят встречать не как у нас за новогодним столом, а на улице, в ожидании фейерверков. Обычно в Лиссабоне фейерверки устраивают у реки, в самом центре города.
3 года назад я как раз тоже встречала Новый год в Лиссабоне, и уличная атмосфера в тот день и фейерверки очень впечатлили. В этом же году, к сожалению, фейерверки сделали на другой стороне реки, и их практически не было видно с центра. Кстати, из всех зимних месяцев декабрь в Лиссабоне самый теплый. Днем температуры доходят до плюс 17 и до плюс 18 градусов тепла, и вечером не ниже 10. А вот январь и февраль чуть более прохладные. Днем плюс 15, а ночью где-то плюс 5. Но все равно согласитесь, что это супер комфортная погода для прогулок по городу. Из плюсов зимнего отдыха здесь еще могу выделить отсутствие столпотворения туристов и совсем небольшие очереди к достопримечательностям. Кроме того, зимой здесь более доступные цены на жилье и аренду авто. И также, что немаловажно, наличие свободных столиков в большинстве ресторанов и кафе. Из минусов могу выделить только прохладные ночи и дожди иногда. Ну и, конечно же, если вы не серфер, вы не сможете поплавать в океане без водолазного костюма. Здесь слишком холодно зимой. Ребята, если вам понравилось это видео и мой небольшой обзор зимних каникул в Лиссабоне, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Я планирую снять еще несколько видео о Португалии, так что если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания, оставляйте их в комментариях. До встречи в следующих видео!